Так, друзья, ну всегда в начале новостного блока я поясняю за название стрима, что вдохновило меня на название стрима. А название стрима звучит как... ну, правда, здесь у меня написано одно, но название стрима реально другое. У меня здесь написано «Я передал Америке свой газовый ресурс». Ну, я посчитал, что это слишком, и у меня как-то звучит, что везем наши редкоземельные металлы на металлоприемку. Ну, вы знаете, не знаю, ну, по крайней мере, во времена моей более ранней юности, да, когда я был годовасиком, у нас, ну, много... Вот сейчас о бизнесе каком-то, да, типа, о бизнес-амбициях шутят на тему криптовалют. Проигрался в криптовалюты, не фартовая рука там, ну, короче, какие-то шутки на тему серьезных инвестиций и волатильности, да, и каких-то, значит, ну, скажем так, элемента рулетки во всем этом. Да, но в мое время было не так, тогда, да, пару лет назад. Тогда мы шутили на тему котировок меди на сдачу металлов, да, потому что в наше время бизнес, ну, блядь, звучит так, будто я о 90-х рассказываю, но бизнес был это сдача металла, да, и я обжигал какие-то провода, которые где-то там, не знаю, наворовали на производстве условно когда-то еще в Советском Союзе. Я рассказывал, как я там сдал витую пару экранированную когда-то. Причем даже так, я ее обжег, не сдал, потому что отказались ее принимать из-за экрана. Блять, это золотая пара, это витая пара, она золотая, потому что она, блядь, экранированная была. Мне сейчас пришлось покупать бухту экранированной витой пары, чтобы проложить себе интернет. Ну, в общем, такая идиотия полная. Ну да, то шутка на тему сдачи металла, да, как там пьянчушки сдают металл, их все время ловят, бьют по дворам, как ромы ездят таборами. Когда-то они у меня спиздили плиту, знаете, такая плита, которую на печи грубы ставят, с такими секциями наборными для готовки еды. Сука, перелезли через забор, спиздили. Ну, в общем, да, где-то мы на этом уровне в плане риторики пребываем, но понятно, что отчаяние в целом. Так вот, как я уже сказал, тема ресурсы, ресурсная тряска. Ресурсная тряска и, собственно, какая новость создала эту ресурсную тряску, это то, что Трамп, ну, в своем, опять-таки, бесцеремонном стиле, да, он ни в кого в хуй не ставит, особенно какую-то развивающуюся третью страну, такой шитхол, как нас, вообще. Ну, уважение ноль, как будто бы мы одна из тех проституток, которым он платил деньги. Все время он выступает основным двигателем переговоров об Украине без Украины. Да, ну, наш ни МИД, ни офис президента не может на это отреагировать, потому что он скован, да, в своих действиях, потому что мы зависим от США. Но это такой факт. Он мог бы просто, безусловно, наверняка судьба так и решится наша между Америкой и США, да. Но он мог бы хотя бы на уровне риторики не усложнять нам жизнь, не обесценивать нашу значимость, не обесценивать наш суверенитет, хотя бы на уровне риторики мог, как прошлая администрация, создавать видимость, да, сохранять, в общем, какие-то нормы приличия, да. Бы неприятно это всегда читать. И также в этой бесцеремонной манере он распоряжается нашими ресурсами так, будто бы мы, ну, вообще какой-то ничего из себя не представляющая страна, и будто бы в нашей конституции не записано. Опять-таки, это мало что значит. И наш там доступ к этим ресурсам, что они были, что нет, что они будут, что их не было, что их не будет. И понятно, каждый скажет, что мы вообще сейчас на грани выживания. Ну, всегда это можно извратить, как захочешь, и поставить как угодно. Ну, в общем, переоценивать сам факт этого все равно не стоит. Но, тем не менее, слышать всегда неприятно и унизительно, да. Я думаю, что, конечно, и президент, и офис президента, всем им все это слышать неприятно и унизительно, но тем не менее Трамп в своей такой бесцеремонной вот этой быдломанере сказал, что ну у них есть редкоземельные металлы, и я хочу, чтобы Украина дала нам редкоземельные металлы, и это там окупит наши вложения туда. Возможно, даже он и понимает, да, что это все и не так просто, и не окупит нихуя, потому что, ну, у нас тут ситуация совсем, на данном, по крайней мере, этапе, не располагает к добыче каких-то редкоземельных там металлов, ресурсов и так далее в стране вообще. Но это перекликается с его, скажем так, всеми остальными внутриполитическими лозунгами, нарративами, это перекликается с настроениями его электората, и это не скрывалось. И офис президента, он тоже же чувствовал этот ветер, да. Если честно, то мы с вами, да, если говорить более точно, то мы с вами не первый раз эту тему поднимаем. Мы слышим не первый раз и всю эту хуйню про то, что, боже, там мы в обмен на бусы, но на самом деле не на бусы,
а на военную поддержку, но тем не менее отдаем там наши ресурсы, а как же Конституция и так далее. Ну, в общем, весь этот набор тезисов различных и аргументы разных сторон мы проговаривали, когда президент представлял план перемоги, который уже нахуй забыли. В этом плане перемоги также содержались пункты того, что Украина готова там как-то ну, совместно разрабатывать наши родовища. Наш президент, да, он все-таки и не хам, и еще как-то зависит от украинского народа, то он, конечно, такую риторику не позволяет себе. И даже здесь Трамп говорит одно, что нам должны отдать какие-то там ресурсы, то есть он там не использует такие слова, как наш президент. Наш же президент и в том плане и здесь говорит, что да, мы это слышали, захист ресурсов, чтобы они не достались Российской Федерации. Захист и совместная разработка. То есть, ну, набор слов другой, набор тезисов другой, взгляд другой, да. Когда ты это слышишь, это не звучит, по крайней мере, так грабительски, так варварски, да, и так нагло. Нет ощущения, что нас так нагло нагибают, да, и сделать с этим, в принципе, ничего нельзя. При этом тоже довольно интересно, что несмотря на то, что это там и вопрос конституционный, и все такое, нет упоминаний того, что такие вещи нужно проводить через референдум. Я думаю, нет, потому что нет даже понимания, какие, блядь, вещи. То есть, какую это вообще форму должно иметь. Инвестиций сюда, каких-то, я даже не знаю, как это вписано в украинское законодавство, поэтому мне нечего здесь прогнозировать, да, то есть выдача лицензий на разработку, хуй его знает, как оно в Украине реализовано. Или какая-то схема через третьих лиц, где типа какие-то есть, как с рынком земли, опять-таки, люди у нас, но на самом деле это фиктивные люди, это там будут условно люди на Западе, где-то реальные, да, но у нас это юридически, это будут какие-то наши прокладки, да хуй его знает как. Но ключевая, конечно, мысль, да, вот какой-то стрим перед сном Кашина слушал, он говорит, что вот наше общепостсоветское, советское отношение к ресурсам, то типа самое унизительное это потерять доступ к своим недрам, как те третьи африканские страны, ну понятно, у Советского Союза был нарратив, да, и который Россия сейчас подхватывает, вот этих, как там, вот этих опущенных стран, непреклоненных, ну короче, нарратив борьбы с колониализмом, ну, сейчас неоколониализмом, понятно, а что, куда они делали основной упор, у вас есть ресурсы, а западные страны его у вас эксплуатируют, да, эксплуатируют ваших людей, ну там вот, не знаю, в этом телефоне, в аккумуляторе условно литий добыли африканские дети мне на этот iPhone, спасибо им, кстати, большое. И типа вот такая судьба, это такой типа большой позор. И в общем все это создало вот такое представление об этом взаимодействии. Оно, наверное, даже недалеко от реальности, хотя разные все-таки формы имеет, да. Наверное, не стоит все так упрощать. Но очевидно, что то, как это подает Трамп, да, всегда ты думаешь, а где подвох, типа. Мы вот отдаем ресурсы, и они так этому радуются, а что они так радуются? Такое чувство, будто мы совсем не получим выгоды. Но мой, конечно, поинт в том, что мы как этих ресурсов не ощущали. И, наверное, если говорить серьезно, без романтики, то, наверное, очень мало шансов, что мы когда-то бы, блядь, ощутили их наличие у нас серьезно, да. И это как-то повлияло кардинально на наш с вами добробут, да, на наше с вами благополучие. Что мы и в будущем этого не ощутим, да. Так что тоже, наверное, нет смысла как-то особо на этот счет там страшно переживать, что, боже, распродают страну. И даже нет смысла, наверное, и серьезно взвешивать, насколько честно и насколько там правильно торговать ресурсами в обмен на защиту, да. Почему? Потому что, ну, мне кажется, что в первую очередь, наверное, это все носит, не знаю, как правильно сказать, риторический характер, да. Мне кажется, что далеко это не зайдет. Во-первых, это еще и перспектива не ближайшая, да, для того, чтобы хоть что-то из этого стало хоть как-то реализуемо и хоть для кого-то привлекательно, нужна какая-то устойчивая остановка боевых действий непосредственно, да. Но я не знаю, насколько мы к ней близко или далеко. Мне самому кажется, что все-таки далеко, да. И когда-то я уже эту формулу озвучивал про то, как это чувствуется сердцем и то, как это ощущается мозгом, да. Ну, в общем. То да, это все носит такой характер очень несерьезный, и в этом смысле неизвестно, когда это дойдет до реализации и как это будет выглядеть юридически. Наверное, это скорее просто вот такие затравки риторические, политтехнологические, Трампу насыпать, натрусить что-то своей аудитории, нам тоже какую-то дать надежду, да, что нам еще есть что предложить, например, эти ресурсы. Ну, в общем, вот так. Я знаю, что очень вас утомляют мои слова на тему того, что я это уже говорил и все такое, но я оставлю, как это посылание, подсказку, да, на нарезке
на записи этого стрима подсказку, которая будет отсылать на видео, где мы разбираем план перемоги. И там тоже вся эта тема с ресурсами. Да, я знаю, что утомляет, наверное, и полно новых людей каких-то приходит, которые слышат меня там, ну, не в первый раз, но этих мыслей еще не слышали. Но тяжело, как я говорил, повторяться. И это, конечно, тот случай. Проговаривать еще раз всю ту же самую хуйню, наверное, не хочется, да, про ресурсы. Проще вас отослать туда. Вот, ну, в общем, такая тема. Ресурсная отрезка. Это то, что послужило идеей для названия стрима. Да, ну, пришлось потратить мне свое время сегодня перед стримом и посмотреть то самое интервью Зеленского Пирсу Моргану. Абсолютно пресное интервью, без какого-либо коннекта между людьми. Человек, журналист, да, несмотря на то, что не первый раз видит президента Украины, ну, на мой взгляд, очень далек от контекста Украины. Ну, понятно, что, как и любое интервью, это почему-то, конечно, особенно много цитировалось, не знаю по какой причине. То есть, ну, президент плюс-минус всегда говорит, ну, какие-то вещи похожие, да. Да, они зависят от международной политической обстановки и так далее, но там, условно, последний месяц он плюс-минус одни и те же месседжи повторяет. Но здесь как-то особенно много было, ну, можно сказать, что вырванных слов из контекста, да. Зеленский просит вернуть, блядь, ядерное оружие. Да нет, его спросили про ядерное оружие, он прогнал ту же самую телегу. Его спросили про сделку в плане... Это слово сделка, да, само собой появляется у нас теперь в языке разговорном. Да, его спросили про то, что, а как там, вот, помните, вы от ядерного оружия отказались, а если бы оно было, как вы думаете, Россия напала бы или нет? Да даже, блядь, не знаю, ну, наверное, бы не напала, ну, наверное, бы у нас его и не было ни при каких условиях этого ядерного оружия. Короче, ну, такие ни о чемные разговоры, ну, и президент в своей манере отвечает, что, ну, да, было бы круто, если бы было, хуево, что отказались, нас надули и все такое. Но мы бы отказались, лучше было бы, типа, повыгоднее сделать, отказались бы на обмен вступления в НАТО, да, например. Или на натовское вооружение, непонятно только какое на тот момент 90-х годов, да, кто дал бы какому-то, ну, на их взгляд, еще стране с непонятными перспективами, в смысле своего внешнеполитического вектора, что-нибудь, блядь, никто, конечно, не дал стране, которая не то что 2 понедельника, а которая только родилась. Неизвестно еще, что будет. Может, мне и завтра начнется гражданская война по типу там Приднестровья, не знаю, или Югославии, или еще чего-то такого. Ну, в общем, понятно, наивные все рассуждения задним умом такие. Ну, в общем, не очень интересное интервью на самом деле. Еще и не самый приятный формат созвонов вот этих по телевизору. Не самый хороший. Да, ну понятно, там тоже спрашивали его о легитимности его, и мне всегда, я никак не поднимаю вопрос, мне нечего сказать по поводу легитимности Зеленского. Он надо сказать, что слабый аргумент на тему того, что меня когда-то выбрал народ и дал мне 73% мандат, и теперь я президент легитимный. Ничего, кроме того номера его из квартала про Зеленского, мне почему-то не вспоминается. Не знаю, с детства мне сильно врезался в голову, вот, где он рассказывает, что я президент Лиги Темной. Ну, в общем, да. Да там он опять это же рассказывает, что убрал, и мы пытались. Ну, он прав, пытались, конечно, и правда когда-то убрал, но это слабая аргументация в эту пользу. Ну, выборы, да, невозможно провести, Конституцию нельзя нарушать тоже, да, мы не можем против Конституции пойти. Ну, в общем, понятный набор в целом слов, да. Тоже довольно интересно, что когда его спрашивают о выборах, то он много, ну, большую часть, наверное, там этого спича он посвящает тому, будет ли он в них участвовать, и если да, то там почему, условно говоря, ну, как-то так. Надо тоже сказать, что в какой-то момент я, конечно, врубил это интервью на X2, ну, тяжеловато его было смотреть. Тут дело не в президенте, не в чем-то таком, хотя вряд ли он нас чем-то новым может удивить, а просто ну, в таком формате, да. Бывают интересные интервью. Ну, понятно, что в целом-то мы наблюдаем какое-то смягчение риторики под влиянием времен. Опять-таки, тут непонятно, яйцо или курица, что первее, и не стоит, наверное, какие-то там далеко идущие выводы делать, что завтра уже мир, да, ну не стоит прям себя так настраивать, чтобы потом сильно не разочароваться в случае чего, но, безусловно, риторика смягчается. Вспомнить президента, да хотя бы полугодовой давности и сегодняшнего, конечно, уже гораздо чаще звучат слова «мир». В этом интервью в том числе твердо признается невозможность возврата территорий с такой западной поддержкой Кволы. И с ним сложно спорить. Кволая западная поддержка, конечно, нихуево нас загубила. Но опять-таки, кто нам виноват в наших расчетах? Да, и что, типа, если народ захочет говорить, то мы готовы говорить с кем угодно, хоть даже и с Путиным говорить. Ну, вы знаете, у них там другая позиция, они уперлись рогом, но они чувствуют.
они чувствуют, скажем так, что чувствуют слабость, в смысле, в Москве. Ну, мне так кажется, я всегда на этом настаивал, да. Вопрос в том, интересно, куда просто это их заведет, потому что там их зрадоебный лагерь считает, что это еще одна ловушка, чтобы их туда помощнее втянуть, а потом как-то совершенно все у них, ну, как это говорят, пиздой накрылось, да, в российских делах. Ну, в общем, да. Ну, тоже интересно, что самое острое, на мой взгляд, что реально там было, и интересно узнать, отреагирует ли на это как-то Такер Карлсон. Вы знаете, я небольшой любитель Такера Карлсона, по той причине, что, например, тяжело его фамилию выговорить. Ну и всегда он мне не нравился, потому что он, ну, быдловатый человек, и контент его рассчитан на быдло. Правда, да? Такая. И никогда я его не любил, но тем не менее... Но тем не менее, да, это самая острая, на мой взгляд, была часть этого интервью. Его Пирс Морган спросила. Вот недавно Такер Карсон на каком-то своем очередном быдлопотоке сказал, что вы вообще диктатор. Чем вы занимаетесь? Вы занимаетесь гонениями на церковь, вы занимаетесь давлением на языковую группу, да? Вы, в общем, похожи на диктатора. На что Зеленский начал заливать опять свою... Ну, то есть нужно сказать, что все это из перечисленного правда. Да, ну не знаю насчет диктатора, это уже сложнее, вопрос дефиниции, но правда про давление на церковь, также правда про давление на язык. На что Зеленский сказал то же самое, что он говорил во всех интервью. Он сказал, во-первых, что я не давлю на церковь, и государство вообще в этом не участвует, что неправда, да, как минимум по линии службы безопасности. Он сказал, что это решает Рада церков. Это решает Рада церков украинская, да, ну понятно, что это такой типичный почерк, да, Советского Союза, создание каких-то легитимизирующих что-либо органов, да. Рада церков, спілка письменників, спілка художників. Через это потом все проходит. Все эти спилки, понятно, контролируются конторой, государством и так далее. Ну, в общем, понятный почерк. Короче, это типа не я, это спилка, хотя это не я, это вот эта организация церков. Мы требуем типа юридического, юридического разграничения, оторвать, да, в юридическом смысле. УПЦ МП, да, что он там называет Московский патриархат, от России. Хотя, опять-таки, с ними там судятся. Наверное, они с юридической стороны как-то уже подкованы, да, уже как-то, наверное, смогли найти там лазейки, в смысле УПЦ МП. И касательно языка, та же самая телега, которую он продвигал когда-то Лексу Фридману, что вы знаете, язык, конечно, круто, но вы знаете, что Путин на востоке страны убивает преимущественно русскоязычных людей. Я вообще этого не знаю, я не знаю, как это посчитать и все такое. Но президент ручается, говорит, что главный враг типа этого всего это Путин, да. Главный враг русского языка это Путин. Как это связано с тем, какие ему закидывают претензии, да? То есть убийство русскоязычных людей это типа повод заниматься языковыми репрессиями? Непонятно, то есть как это связано. Ну и дальше он продолжает, вот это мое любимое. Мне кажется, это слабая часть его аргументации, и кто с этим поспорит? Что Илон Маск, Такер Карлсон знает, что стал путать представителей этой обоймы. А Такер Карлсон знает, что это такое, когда убивают кого-то из твоих родных. Это охуенный, конечно, аргумент, как он оправдывает такую политику. А сам президент Зеленский знает, когда убивают кого-то из твоих близких или родных, или друзей, или знакомых? Я не уверен. Ну, в общем, и главное, что как это вообще связано с этим вопросом? Такие аргументы эмоциональные. Ну, в общем, это то, что, наверное, единственное, что там заслуживало, в общем, внимания из того галимого интервью. Ну, в общем, вот так. Ну, понятно, что сейчас все такие настроения немного непонятные, подвешенные, с непонятными перспективами. Ну и постоянные вот эти макания в калюжу нас, да, то они, в общем, такое задают не самое радужное настроение вообще офису президента. И это чувствуется, конечно, в разных интервью. Ну, ось і все. По цьому все. Да, ну а нужно ли говорить, что большинство, конечно, цитат действительно и вырвано из контекста, и непонятно, зачем так растиражировано, что там уже Зеленский готов с Путиным завтра сесть за стол. Он там не так сказал. Зеленский говорит, что пусть Россия все деоккупирует, и мы не будем вступать в НАТО, и у нас будет ядерное оружие. Он там не так сказал. Ну и, в общем, много такого, непонятно, откуда это берется и почему. В общем, да, следующая новость из такого же разряда, какого-то депрессивного, это то, что Анджей Дуда, президент польский, Financial Times в материале в своем интервью под пейволом, надо сказать, разродился такими мыслями своими, да, которыми он там думает на досуге, что, конечно, окончание войны, вероятно, приведет к взрыву
всплеску организованной преступности в мире, потому что вернется много, это буквально он так и говорит, вернется много контуженных, покалеченных людей психически, да, вернутся они в свои села и города, которые в полной жопе разрушены и все в упадке, и, короче, поедут они потом заниматься криминалом. И вспомните, какой всплеск был преступности, когда рухнул Советский Союз. Я не знаю, нужно ли говорить, что поляки это тоже участники краха, да, социалистической системы, и тоже много поляков потом попало в страны уже Западной Европы, Америки, и тоже там участвовали в этом криминале. Нужно ли такие вещи говорить, да? Ну, в общем, вот такие мысли его терзают. Не знаю просто, к какому выводу они нас должны подвести, но это интересно. Бесцеремонно тоже. Тоже, друзья, следующая новость, ожидаемая. Смертники-джихадисты взрывают военкоматы. Ну, очевидно, почерк одинаковый, очевидно, Москва включилась в вот эту диверсионную деятельность подрывов, да, смертников, причем такой, да, использование как расходного материала. Ну, очевидно, что, наверное, такая система работы их конторы быстро ресурсы исчерпает. Ну, типа, один школьник взорвется, второй, ну, третий школьник уже, наверное, подумает, что я не хочу взрываться, ну, я ж умру, да. Наверное, это не очень в перспективе работающий, инструмент, да. Тоже, опять-таки, многое, наверное, говорит это об эффективности российского государства, что чтобы прийти к таким охуенным идеям, да, им понадобилось, ну, просто какая-то огромная гора времени, да. Не сказать, что у нас это напряжение какое-то появилось сегодня, да, и сейчас какая-то особенно благодатная почва, да нет. Наверное, сейчас даже наоборот, наши силовые структуры, ну, крепки как никогда. И такая долгая, как обычно, для них свойственная реакция, наверное, тоже многое говорит и об их эффективности, и их способности там к планированию, и так дальше, и так дальше. Ну, теперь, конечно, да, жить стало опаснее в каком-то смысле. Да, тоже, друзья, небольшие обновления по USAID, да, наша любимая тема, ей было посвящено стрима 3, гранты, USAID. Во многом просто я это выписал, может, что порадовать себя, что, ну, сбывается плюс-минус мой прогноз, да, такой довольно взвешенный, в смысле, без радикальных поинтов, что действительно переназначат, перерассмотрят, и вроде как так и получается. Госсекретарь Рубио станет исполняющим обязанности USAID, и в это время они будут пересматривать, на что деньги ушли, ну, короче, переназначат людей, и, ну, в каком-то виде это відтворять назад. Ну, что довольно ожидаемо и прогнозируемо, и все такое прочее. Да, друзья, ну, сегодня просили так сказать, поэтому так и скажем. Рубрика «Нюхачи договорняка», часть 10. Это юбилей, да. 10 часть. Какие события нам стоит ждать? Вообще февраль, да. Не говорю, что вот, ну, все время же это в медиа решающий месяц. Самая важная точка. Следующий месяц, следующие пару недель покажут точно, что будет в будущем. Сколько мы такого видели? Когда же они уже сломают перья, да, и спишут в западных медиа с такими заголовками? Но нет, все время появляются такие заголовки. Ну, в общем, ну тут уже можно было бы реально вполне сказать, очень значимое будет следующие полмесяца, следующие несколько недель, действительно. В первой половине февраля должна состояться встреча спецпредставителя Кита Келлога. Уже мы так на память выучили эти фамилии спецпредставителя американского по Украине с паном президентом Зеленским, и где-то там даже, да, ну блин, вот мы этого ждем, а этого может вообще не случиться. Не хочется завышать ожидания, но тем не менее много источников, да, например, таких неожиданных, как, например, министр иностранных дел Турции, там какой-то Хикан Фидан, хорошее очень имя, фамилия, мне нравится. Он вроде Хакан Фидан тоже, да, подтверждает отчасти эту мысль, говорит, в общем, такое, да, подтверждают и не такую мысль, что где-то в районе, да, Мюнхенской конференции будет эта встреча, Мюнхенская конференция по безопасности по многим вообще причинам для нас, ну, много ключевых каких-то событий, скажем так, с ней связанных было в истории Украины. Да, так вот, на этой Мюнхенской конференции безопасности встречи будут где-то перед ней, и, возможно, на этой именно встрече Мюнхенской по безопасности будет представлен некий план договорняка, тот самый, да, представьте, как в штанах подтвердило уже у многих от этих слов. Ну, в общем, не ждем, а готовимся к этой Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля, поняли? Запомните и запишите в свой блокнот. Нет, друзья, передостання новина. Да, ну это такая новость из разряда юмористических. Много на самом деле связанных с Трампом новостей юмористических.
Это приехал Беньямин Нетаньяху в Вашингтон, Биби, большой союзник, один из главных друзей Трампа, это именно друзей-друзей, да, в смысле политического лагеря общемирового. И чего там он вообще назагибал, да, Трамп с сектором Газа? Выселить всех из сектора Газа, расселить их всех по другим вот этим американским союзникам, монархиям Персидского залива и так далее. Ну, конечно, я думаю, они там спят и видят бы принять себе палестинцев. Да, но они вроде уже заняли категорическую позицию, что это не согласны. Но если просто вдуматься, идея идиотская, да, идея, я даже не знаю, как выразить ее, фантасмагоричность, да, вообще выселения вот этих всех людей. Если все так было просто разрешить, ну и нужно ли говорить, что речь вообще идет о группе «Сектор Газа», да, ее песня «Колхозный кайф» и так далее. Да, ну тоже вот просто почему обратил я внимание на эту новость. Наверное, стоит многие заявления Трампа где-то через такую призму пропускать. Чисто сотрясание воздуха с целями какими-то, ну, популистичными, пиар-целями, да. Наверное, и вопрос наших ресурсов где-то в этой плоскости пребывает вот такого пиара, простого прикола. Мы там выселим, мы, наверное, любимая тема Трампа, построим отели, там классное место. Ну, в общем, вот такие мысли. Вот такой юмор. Да, последняя мысль, последняя новость, ну, тоже на самом деле юмористическая, только юмор уже черный, да, и про Украину. Минцифра Федорова запускает АИ Center of Excellence. И в ДИИ появится и ассистент. Да, друзья, вот. Это центр ну, в общем, это из себя представляет такой центр по распространению, расторпониванию технологий искусственного интеллекта в разные сферы державы, в разные там министерства, да, и другие цифровые ведомства. Что вы об этом думаете? Как вы думаете, как это будет выглядеть? Какие ресурсы, интересно, они берут для этого? То есть это же, наверное, на основе уже какого-то типа существующего искусственного интеллекта происходит. Я знаю, что просто, ну, помимо того, что прекрасные книги рекомендует Федоров, «Богатый папа, бедный папа, человек в Вавилоне», там, и еще какую-то такую поеботу, помимо прекрасных книг, я еще слышал, что на каком-то из подкастов, очередном крутом, там, типа «Гомосексуалист плюс историк», он рассказывал о том, что он очень активно использует искусственный интеллект во время своей работы, как министр всех там министерств на Земле, и за дроны, и за все он отвечает. Интересно тоже, и многие люди задались этим вопросом, интересно, как он использует искусственный интеллект, не получает ли этот искусственный интеллект случайно доступ к какой-то чувствительной информации, да. И я не удивлюсь, если сам Федоров, он такой рептилоид, что он уже и сам-то искусственный интеллект, ну, он похож на такого. Ну ладно, да, в целом мы договорились без этого. И вот, мне интересно узнать, какую это форму будет иметь, как вы думаете, как будет выглядеть наша цифровая держава во всех смыслах через там, ну, года два, да, если сохранится. Как будет выглядеть там внедрение этого искусственного интеллекта, и главное, где они для него берут мощностя, с каким реально мы искусственным интеллектом общаемся. Или это реально украинская разработка искусственного интеллекта на базе института Паттона. Интересно узнать. Возможно, это действительно, помните, был вот тот нахрюк, который, я помню, даже скидывали в чате, в Телеграме, про то, что академик Глушков, да, наш киевский кибернетик, что эти наработки Советского Союза в этой сфере, они там пытались плановую экономику через компьютеры делать, да, от них делать. Что эта технология легла в основу DeepSeek китайской нейросети. Эту новость создала ЯА Панорама, такое сатирическое медиа, очень талантливое, и потом ее показали на России 24, и так она, в общем, попала в мир, да, в информационное пространство. Может, этой шуткой вдохновились действительно в Минцифре, и может реально на базе академика Глушкова разработали нашу нейросеть, которая поможет нам, ну, сделать країну сильніше. В общем, слухаю ваші думки. Ну, там еще были какие-то грустные новости по мобилизации. Людмила Петрова, например, из Днепропетровщины, знаете, там есть такие города, как Синельниково, Новомосковск. От одних названий становится очень плохо и впадаешь в депрессию. И вот где-то в таких городах у нее, это адвокат, да, у которой есть лицензия, это у нее сын, значит, поехал, попал в военкомат, или забрали его в военкомат, забусярили. И там, ну, так случилось, что дерили, отбиты почки, ну, где-то, видать, упал, и смерть.
Вот. Я эту историю решил не читать, ну, слишком она душещипательная, да. Всегда думаешь, что на этом месте можешь быть ты или, ну, исходя буквально, наверное, из статистики, из вас наверняка кто-то окажется на таком месте. Так что, если у вас есть интерес, вы сами можете по этому имени ознакомиться с этой историей. Вот, опять-таки, никаких реакций особых нигде не видно, которых нам обещали. Вот Д, народный депутат без угла, который рассказывает, что у нас есть проблемы с мобилизацией, мобилизационной политикой. Это еще и адвокат, да, а вдруг это сын ее, да, связан как-то и такая его судьба, вдруг она как-то связана с ее адвокатской деятельностью. Я всегда настаивал, что ну как бы мы ни относились к праву в Украине, все-таки, ну каким бы мы ни были, какой бы мы ни были третьей страной, все-таки важно сохранить, да, какое-то непринятие, абсолютную нулевую толерантность к давлению на адвокатскую деятельность, которую, я напомню, поддерживали грантовые СМИ. Это неправильно, то есть, ну, все-таки адвокаты, как ни крути, это основа справедливости суда и их неприкосновенность, и отсутствие давления на них. Если у нас у адвокатов начнут похищать детей, убивать, а если у нас, как в GTA Vice City, будут запугивать адвокатов и свидетелей, это будет очень печально, если это будет толеруваться. Так что да, вот такие, в общем, дела. Нужно сказать еще, что эта женщина, она свой пост удалила из Фейсбука. И я не знаю почему, то есть под каким-то давлением, или, а может это вообще все акт російського ІПСО. Тому майте це на увазі, але вам не лишним было бы тоже ознакомиться и думать, как вы будете вести себя в такой ситуации. Ну, в общем, все, друзья. На этом новости закончились. Не густо, ну да, ну настроение нынче вообще говно. Качур вздыхая от буллинга. Ну и, честно говоря, вообще радоваться мало чему есть в жизни именно, ну, у меня. Но тем не менее, да, читаю чаты. Добрый день, приняли вашу заявку, готовы сотрудничать, будем смотреть ваш стрим сегодня. А пробуйте прогнать такие телеги раз. На каждом стриме вспоминать про бутерброд с колбасой, вспоминать про бутер. 2, понял, блядь, очень смешная шутка. 2, говорим, что ФБК не жизнеспособная оппозиция. 3, альхамдулилла. 4, Аллаху Акбар. Хорошо. Ты знаешь, Экарас, самое интересное, что я видел этот твит, но я больше нигде не видел об этом упоминании и сомневаюсь, что это правда, честно тебе скажу. Главное, нечего спонсировать. Ничего нет. Я помню, когда ми хотіли створити громадську організацію, то у нас було много, ну не політичних, а таких проєктів, зв'язаних з покращенням життя в громаді. Когда мы были студентами, еще у меня был проект, ну в плане идея проекта, ну типа оформленная, но не помню, куда-то подавали мы ее или нет, то она должна была быть спецификация військовий осінт. И самое интересное, что все, что я расписывал в мотивировочной части, все это и случилось. Война, типа дестабилизация в Европе, блядь, там почти Третья мировая. Ну, в России есть похожий проект, я только забыл, как он называется. Что там, ЦИГ, как-то так. Да, ЦИГ. Central Intelligent Team. Они всякую хуйню спонсировали, типа, Громадский, блядь, Юкрейнер, блядь, а ну только хуже сделала, реально. Стример Будановский, оказывается, почему Будановский? А, ты в смысле, что идеи были такие? Ну да. Ну тогда, когда ты молодой, кажется, все проще, когда ты студент. Но, правда, на USAID я бы никогда не подавался бы там, ну там все, блядь, все решено за нас уже давно. Там просто так бабки не раздают вообще. Кто первый бабки даст? Ну да, ну надо сказать, что это все не политические были проекты. Это были не медиа, потому что, ну, в моей голове не бывает такого вообще незалежные медиа. Ни какие-то такие организации, связанные там с какой-то этим контролем чего-то, типа, блядь, там, ну, в общем. Типа велодорожки, но не в концлагере, не скажешь, что был концлагерь тогда. Сопли текут, простите, выходил на улицу, занимаюсь качуром. Я вам рассказывал, у меня, походу, еще один качур сдохнет. Вот ты пишешь, Юлечка, в сарае. Качур все время сидит в сарае. Почему? Уже неделю. Вроде живой, здоровый, жрут нормально. Сидит в сарае. Вот будто кто-то его напугал, но кто, непонятно. И сегодня я проследил. Я его выгоняю на улицу, он опять забегает. Иногда он даже сам выходит, но преимущественно сидит в ледяном сарае на засраном полу. Блядь, в чем такая проблема? Сегодня выгнал его и пронаблюдал, что его бьет другой качур здоровый. Буллет.
Выбегает он на загон, а его там бьет другой качур, он опять в сарай забегает, а потом тот качур забегает в сарай другой, опять как-то этого качура булит больного, и вот этот какой-то, ну, доходяга качур убегает на улицу, и сейчас хотел сесть на улицу, но я его назад загнал, хуй его знает, видать здохнет, короче. Куріння вбиває, кидай. Довше проживеш, далі радуватимеш свою красою. Да тут разве проживеш, блядь, не знаешь как. Быстро умрешь, но чувствуется, что быстро. Чувствуется, что быстро. Я б рад бросить, но це ж залежність, друзі. Не мы ее выбираем, да. Мой мозг находится под властью сатанистских сил. Ротшильдов и других, кто там Филипп Моррисом владеет. Это как националисты пиздят ЛГБТ-активистов. Наверное. Я как ментовской кордон, получается, да. Зарежь буллера, хули он, сука. Да, наверное, надо резать того, кого булят. Буллер живой, здоровый, а тот доходяга. Доходяга. Друзья, заработал на ютубе бабок. Наверное, я уже больше стримить не буду. 88 центов. В целом это, ну, хватит нормально уже на несколько недель жизни. Что там, движ несется за глаза? Движ несется за глаза. Там такой движ, но это движ гнилой. Да. Заходил я недавно на... У него есть телеграм-канал у Бардаша. Заходил, он там желает победе армии одной страны. Ну, там до доллара еще жирно, ты знаешь. Я, правда, не знаю, с какой суммы там можно вывести деньги. Наверное, придется мне так еще годика 2 подождать, пока 100 долларов накопится. Я, кстати, сегодня волосы не укладывал по определенным причинам, так что печально будет с волосами все. Очень печально. Оставляй воды стримов на ютубе, с них может капать бабло. Да, друзья, я оставляю теперь полные записи стримов на ютубе, но начал я это еще до монетизации, мне показалось это хорошей идеей. Немного упали, правда, просмотры на нарезках самого стрима. Охуенно, ты знаешь, касательно капать бабло, отключена монетизация. Причина: послушал, блядь, 10 секунд вот это «он не такой, он другой, мама, он не такой, он другой». Певица слепая пела. Я опять не помню, как там, ну как-то так. Я при этом вчера на ночь переслушивал опять. Ты знаешь, мама, он не такой, он другой. Ну, короче, блядь, за это мне зарезали монетизацию, за эту хуйню. Как же ж, блядь, эта песня, она? Да, Гурская, ты знаешь, ты знаешь, мам, он такой, он не такой, как все. Да, вот, нашел, нащупал. Спасибо большое. Вот. Ты написал им. Вспомнил. Так хуй вспомнишь, что там мама, он не такой, он не сякой. Не, ну я думаю, если я это петь буду, то, наверное, же не отрежут мне монетизацию, блядь, за напевание. Они отрезали мне за то, что я включил эту хуету. Не, я понимаю, что очень похоже, почти что как одно и то же. Может нейросеть распознать, будто бы это был фрагмент поставлен. Но это, если кто не понял, я не запись включал, это я сам пел. Вы уже записались в секс-шоп жены бывшего министра иностранных дел Дмитра Кулебы? Там, вот давайте я вам зачитаю. Я уверен, вы там найдете товары для себя, мужики. Пришел, да ебать в корень, пришел со смены на заводе, правильно? Кофаундер написано. Пришел со смены на заводе і такое, значить. Сергію, ерекційні кільця придумали ж не просто так, правда? Дмитро, твоїй простаті потрібен масажер. Дімка, задумайся, Дімон. Владе, запам'ятай, слюна – це не лубрикант. Артеме, зберись. Віброкільце саме себе не купить, щоб знав, нахуй там работаєш, да? Помні, ради чого страдаєш. Сашко, ти ж не джедай. А, ні, Сашко, ти ж джедай. Купи собі вже той неоновий презерватив. Максе, купи вже собі той мастурбатор, бо так і забудеш, що таке секс. Ну, такой, в общем, enjoy spot, друзі. Простате нужен массажик, это правда, блядь. Так що давайте, друзья, донатим, не стесняемся. Мені за це не заплатили, конечно же. Я б рекламил их секс-шоп. Ну, конечно, сильно какой-то он, ну, развращает людей. Вот это все Дима, Олег с новой почты. Не надо, мужики, не надо, блядь. Спокойно работайте. Не надо этих экспериментов. Донат стримеру на реплику хуя Кулебы.
Та ти знову купиш і ніхуя не буде, як з тою книгою нашого генерала. Ну, в смысле, блядь, як з тою книгою? Книга вот лежит, это моя теперь... Ну, знаешь, как есть настольная книга, да, там, настольная книга Ленина, це, як известно, Кобзар Тараса Шевченка был. Так и у меня, ну, не настольная, подстольная книга. Подстольная книга генерала Залужного. Подстольная книга генерала Залужного. Подстольная. Под стол срочно требуется книга. Ха-ха-ха. Hello, какие темы на сегодня? Оксамит, ты уже все пропустил, давай я тебе повторю. Ты, кстати, Оксамит, да. А как тебя зовут? Скажи свое имя. Может, тебя зовут Сергей? Если тебя зовут Сергей, то эрекційні кільця придумали ж не просто так. Правда? Если тебя зовут Дима, як Кулебу, кстати, то его простате потребен массажер. Не надо, ладно. Получу ЗП, подпишусь на твой Patreon. Да, у меня есть пару идей, короче, эксклюзивных для Patreon. Честно скажу, кроме тех, которые вы уже там видели. Так что, друзья, кто отписался, подписывайтесь назад, ці дві людини. Кто не подписался, подписывайтесь наново. Наверное, буду звать... Ну как, не буду звать, а как бы, наверное, буду заливать интервью каких-то неизвестных анонимных людей туда. Вот. Якусь нормальну тему повторити, я не люблю повторятися. Не могу я так. А сальну тему повторити, будь ласка. Ну, блядь, слушай, сальная тема 2 слова занимает, а какую-то мысль повторять, надо пыхтеть, блядь, что аж дым из ушей идет. Вы же не переоцениваете моих этих самых, блядь, интеллектуальных возможностей. А дурное дело, оно не хитрое, блядь, каждый может. Так что вы хуй с пальцем не сравнивайте. Витаю тут Reddit и много разговоров про развал РФ. Да и пизда. В целом мы же на прошлом стриме уже постановили, что развалится. Вопрос только когда. В целом мнение у многих, что независимость условной Якуты. Я смотрел фильм «Кочегар» и считаю, что это, возможно, будет даже... Ну, не знаю, как-то связано с их независимостью от фильма Татарстана или Бурятии. Пойдут им только на пользу, ну хуй их знает. Думаю, вряд ли. Но имхо, люди думают, что независимая Якутия будет по уровню развития где-то на уровне США. Ну да, как и мы после краха Советского Союза. США или на крайняк Аргентины. Но с 90% вероятностью это будет что-то вроде африканского failed state. Зато Вильня. Правильно. Не, ну это серьезно, зато Вильня. Я думаю, что оно все погрузится быстро в войны какие-то, и вот это сильно повлияет на их развитие. Этническая напряженность сильно повлияет на их развитие. Ну, как в Африке, на самом деле, действительно. Ну, такая уж болезнь империи, что тут сделаешь. Такие жизнеутверждающие слова, правда. Скоро в Украине единственным видом бизнеса с большим потенциалом после государственной службы будет похоронный бизнес. Да вроде и так есть, ты не слышал никогда про похоронную мафию. Да, там эти якуты сидят на этих алмазах, блядь. Как ми на рідкоземельних металах. Буде як Україна у поганому випадку, або Монголію номер 2 це потолок. Ну да, ну а там щас там хоча б не стріляють. Надо просто перестать стрелять, а лучше не начинать. Ну, может, они намотают на ус наш опыт, но вряд ли, такого еще нигде не было. А ты помнишь, как звать бабулю из Харькова, яка в общазе на пианино хуячи? Конечно. Не помню. Подожди, блядь, да помню я. Ты. Помню, как звук. Звук какой у нее имени и фамилии. Звук, мелодия какая имени и фамилия. Не. Почти как Иннокентий Смоктуновский. Блядь. Да подожди. Ну, я помню, что она Леди Луиза подписана на ютубе. Кочуровская. Кочуровская фамилия, а имя не помню. Ты Кочуровска. Натаниэль Кочуровска. Натаниэль Кочуровска, блядь. Ну да, уже и в чате написали. Качуровська, як качур, возможно. Привіт, що у нас? Тиждень геологів відкритий. Фізики і ядерщики змінюють кваліфікацію. Та я сомневаюсь, ну, в плані... Ну, якщо серйозно, этот вопрос, блядь, мене друг щось там був геофізиком, блядь, щось таке. Мертвая профессия. Ну, в Африке дофига полезных ископаемых, но что-то не стрельнуло у них. Да, это все хуйня. Это все не имеет отношения к реальности, серьезно. Ну, мало имеет отношения к реальности. В смысле, вот это два вида заблуждения. Арабы родились на золотой нефтяной земле, ну, монархии залива. И все, типа, вот как фартануло им. Ресурсное проклятие Африки. Вот из-за того, что у них есть, они, типа, в жопе. Да, обязательно, блядь. Обязательно. Жива, выставляя видосы. Конечно, выставляю, а куда ей деться? Она, как я, сошла с ума. Я сошла с ума, мне нужна она. Мне нужна она. Пацаны, я сегодня не укладывал волосы, зато видите, они не производят впечатления жирничей. Просто вот шерсть.
Есть на жопе шерсть. Знакомый тоже в геофизике сейчас говорит, условия плохие, приходится искать по ночам ископаемые, большая опасность, многих уже повязали. Охуенно. Это так называется? Друзья, давайте подпишемся все на мой YouTube. Кстати, там еще можно оформить типа платные подписки на YouTube с уровнями. Надо будет также сделать. Тоже это. Да, и вообще советуйте мои ролики там разным бомжам, таким же, возможно, по развитию интеллектуальному, як вы. Друзьям там наваливайте каким-то, ну. Бывает же такое. У меня никогда в жизни не было. Как и секса, кстати. Осуждаем Минск, да, амфетаминская. Ха-ха. Да ладно вам, ну просто человек страдает сильно. Ну, сумасшедший, поэтому мало спит. На одном из прошлых стримов в том месяце обсуждали постмодерн секс в совке. А сейчас дошли до метамодерна. Мое уважение твоей аудитории и тому, как ты живо поддерживаешь тему. Ну так а хули мне делать? Надо разговориться как-то. И оттянуть момент наступления новостей, понимаешь? Помню, как Кинах и Мороз флот китайцам продавали. Вот смешное видео было до слез. Ну да, известно, что весь китайский успех это проданные наши технологии, да, в том числе китайские мопеды, например. Давайте по доллару задонатим, чтоб тему денег уже завершили на сегодня. Да, задонатьте по долару, но щось ви не спішите донатить по долару. ЦВК відновила доступ до информации про выборы у своем официальном веб-сайте. Ну да, еще Кабмин какие-то инициировал изменения в избирательном кодексе, я что-то слышал такое. Так що ждем, не ждем, а готуємося. Сінгапур має ресурсне прокляття у вигляді відсутності власної питної води. Ну да. Я просто к тому, что, наверное, эти такие взаимопротиворечащие друг другу примеры, да, наверное, доказывают то, что ресурсы — вещь вообще второстепенная. С удачным управлением и с ресурсами, и без ресурсы становятся приятным бонусом. Без этого ресурсы будут тягарем, блядь, порождающим коррупцию постоянную и выступающей издержкой от развития. Донат на мощный мастурбатор. Совершенно верно, друзья. Совершенно верно. На такое тут видели? Тутух-тутух-тутух такой там, как велосипед, блядь. Две ручки, короче, там. И, блядь, телефон вешается. И вообще, ну, круче моей машины, реально. Вот это, да. Нужно посоветовать человеку, который вот эти диалоги для Скайрима делает, для Обливиона, с помощью нейросетей, чтобы он куда-то чуть другое место, более финансово емкое реально, финансово перспективное вложил ресурсы. Вот тема для обсуждения. Представьте, как раньше было грустно без яйцекуль, вибраторов и мастурбаторов, потому все были злые и была Cold War. Ну как, у нас не было, у них же были, наверное. Ну я думаю, наверное, были на розетке, типа, ну в смысле не на розетке, а на от питания 220. В Америке, я имею в виду, во времен Холодной войны, наверное, был вибратор. Да, да может и советский был вибратор, просто был в дефиците такой, знаете, ну там, на дровах, алюминиевый. Завод Патона делал, например. Советував то відео 3 разним людям. 2 жінки 30 років цільова аудиторія Медіагрунт, одна сказала російську не дивиться. Інша, що скучновато, третій ждем договорнячка, ну то, что не захотел смотреть Остак. Ну хуёво, Кресько, что у тебя такие друзья, таких друзей. За хуй в музей, конечно. Не, ну понятно, что наш контент каловый и вообще далеко не для всех, я бы даже сказал, не для кого. Ага, да-да-да-да, советовали видео. Ну спасибо, кстати, Креску, що советував, бо так позориться, це теж надо вміти. Що готовиться? Я вже готовий голосувати за Ляшка, патріот, військовий воює від початку повномасштабного і тварин любить, що ще треба. Да, і ще й наш ЛГБТшник, так що я теж за Ляшка. Полезные ископаемые на Корейском полуострове сконцентрированы в основном в Северной Корее. У Южной ни хера нет, но почему-то Юг живет лучше. Да, пошел нахуй. Но я не знаю, кстати, как дилды могли назвать в Советском Союзе. Виброаппарат ручной, а вот название какое-то. Там был такой, как фонарик. Надо было ручкой накрутить сначала, потом он работал минут 5. Ну и током бился, естественно. Дилда Родина, Сталин 3000. Ну да, как-то мы ходим вокруг да около. Очевидно, вибротоварищ. Да, это будет просто катастрофа, если от России отвалятся все эти убыточные нацреспублики. Через 10 лет они заменят таджикских зарабичан на рынке мигрантов. Ты понимаешь, если все так было просто, да, вероятно, с ними всеми придется начать воевать долго и мучительно. Ти згадав про геологію в зв'язку з нашим прокляттям. У мене з'явилось питання про наші наукові та технологічні школи. Як думаєш, у нас ще залишаться спеціалісти і школи від совка? Вроді да. Авіапром, ракетний тех, хімпром і т.д. Бо мені здається, що у нас уже цього всього немає. І мені буває зле, коли наші ломи починають заливати про плани відновлення тих індустрій, якими ми славилися. Ні, ну експерти є, ну просто щоб відновлювати експертів мало, і експерти явно заканчиваются, да. А, не, песню «Бухгалтер» точно не надо. Да нахуй она нам нужна? Ну, типа, и так мы поняли ее, да?
Помните, пацаны, песню «Бухгалтер, милый мой бухгалтер»? Брейнрот наших предков. Так я что хотел сказать, блядь? Ты забув, неважно. Посасываешь раковую палочку? Ну, палочку посасываю, но иногда и просто курю сигареты, как сейчас. Хороший ты скинул этот. Советский дилдо, спутник назывался, кстати. Шо? Креативно. А ты когда-то арендовал квартиру? Слава богу, нет. Я вот хз. А есть какой-то способ избавиться от ебучих риэлторов на ром-малах? Риэлторов, ну, наверное, риэлторов на ромалах, которые берут дохуя денег за средства владельцам квартиры. По знакомству снимать. Ну, на работе спросить, может, есть кто-то, кто знает, кто сдает там бабкину квартиру. И мне часто в Инстаграме попадается, где люди собираются съезжать. Ну, правда, раньше это было распространено, но это специфика Украины, все съебывались. Что там сдаю квартиру, съезжаю, хорошая там в центре, т-т-т-т-т. Ну, тут просто сложно. Я вот не знаю, как прибывает поколение мое, да, в плане вот технических школ. Я реально не знаю. То есть все, кто рассказывают, то там очень плачевная ситуация. Скажем так, специалистов они не выпускают вообще. А все, что я слышу о дедах, то деды сидят на ДПшках, дорабатывают, уже реально выжили из ума, ну нихуя они уже сделать не могут, они там уже компьютеры не тянут. Нужно ли говорить, что в мире в это время, да, прогресс не стоит на месте, он шел дальше в плане этих всех технологий, технологических баз. Это на тему просто повторить Мрию. Наверное, Мрию не повторят уже в смысле самолета. Опять-таки, это вопрос, который обсуждался еще до войны. Нужно ли говорить, что с войной он стал в разы от нас дальше? Я працюю в інституті мікробіології, з грошима в закладу все погано. Ну, зараз усюди з грошима погано. Де саме і в НАН там України, ну всюди з грошима погано, тільки там, де нужные люди не сидят. Да даже, наверное, и с малыми бюджетами можно было бы чего-то добиться, хотя все-таки бюджеты и зарплаты это основа основ. Ну, просто кроме бюджетов еще есть масса других проблем, да, ну, в основном коррупционных, в смысле, не то, что даже с воровством денег, а с назначениями. Там вот, ну, в этом опять-таки НАН Украины, да, там все друг другу знакомые, друзья друзей, сидят там поколениями, их там, блядь, несмотря на то, что они уже давно выжили из ума и нихуя нового предложить не могут, еще и в условиях ограниченных бюджетов, но их оттуда и пушкой уже не выпрешь, блядь. И все, бо там все заслуженные дохуя. Так оно і стагнує. Так що там, наверное, тільки ліквідація поможе. Так хай вони тебе знайомлять з власниками. Концепция проста. В СССР не было индустрии эротических игрушек, и ее роль взяла на себя игрушка детская. Пупсики с ножками и головкой на вырост. Дилда, крокодильчик, экологичные синтетические материалы. Интересная мысль. Так і наше і повторювати в наш совочку робилося для конкретної мети, а зараз треба хіба що з якоюсь дурнуватою ідеологічно-патріотичною метою. Ну і я о том говорю, що смисла вже і в этом особо нет в постройке Марии там и так далее. Хотя тоже понятно, что производство самолетов охуенно хорошая технология, да, не каждая страна может себе позволить такое. Но опять-таки, это когда у тебя удачное стечение обстоятельств, как было у нас, да, технологическая база, мощностя были. А когда их нет и надо создавать с нуля, то ты сталкиваешься с теми всеми проблемами, там, почему, не знаю, Люксембург, блядь, не производит грузовые самолеты. Вам поки поставити 5-6 смотрящих з Британії і від Польщі Україну не відрізниш. Та... Я сомневаюсь. Ну, у нас в каком-то смысле были смотрящие есть везде, да, в наглядовых радах незалежні есть эксперты, блядь, и так далее. Сейчас там начинают разбирать их справки, как они влияли на судебную систему в Украине и так далее, да, там через рады доброчестности и так далее. Это никак нам не помогло, просто разве что где-то это работало в их интересах. Так що це, конечно, мені кажется, заблуждення. А наші потужні переговорщики куди дінуться? Які британці їх тут жируть? Ну, я думаю, найдут возможность в симбиозе работать, правда? Наши люди везде выкрутятся. Денис, ты тоже, как украинский медиаинфлюенсер, лишился американских грантов Сороса с Байденом и Харрис. Но это все разные вещи, что ты перечислил. Сороса, Байдена и Харрис. Ну да, лишился американских денег USAID. Ты знаешь об Аламага. Как продвигатель ЛГБТ-ценностей меня обрезали от денег. Ну, пиздец, да. Качки будут есть в 2 раза меньше, чем ели. Как жаль. Ну ничего, надо жить. Сейчас всем тяжело, кому сейчас легко. А если бы тебе реально предложили грант, согласился бы, даже если бы это шло вразрез с твоими принципами? Не, если бы с принципами шло вразрез, не согласился бы. А если бы не шло, согласился бы. Ну просто тебе же его не предлагают, ну вообще, да, в логике. Ты там должен на конкурсной основе его выигрывать, ты должен сам что-то предложить. Мне предложить нехуя, я гол как сокол, чист как лист.
А могут ли давать гранты, в принципе, одиночкам? Ну, надо юрлицо, да. Если ты не состоишь в какой-либо медийной организации, как это работаешь, можешь вкратце рассказать? Ну, я не знаю, везде условия разные. Где-то там есть какая-то, ну, варианты поддержки креаторов, но я не знаю, как оно реализовано в целом, и как оно там дружит с украинским законодавством. Но как это реализовано в плане для громадських організацій, то ну, у тебя должна быть громадська організація. Для її створення, как минимум, надо 3 человека, по-моему, потому что нужно провести установчі збори, нужно стенограмму для того, чтобы податься на регистрацию в Министерстве юстиции Украины на громадскую организацию. В общем, там по-любому надо несколько людей, ну хотя бы фиктивных, да. Ну, в смысле, не всегда проводят эти установчие сборы, но делают вид, что их проводят. Ну, в общем. То в целом для этого нужно там установленное законодавством Украины количество людей. 3, по-моему, человека нужно в громадской организации, чтобы было, чтобы створить громадскую организацию и уже на нее требовать грант. Ну, в общем, вы знаете, есть какой-то ресурс, ну, я не знаю, существует ли он до сих пор. Название у него тоже типа грунт, но я не помню вот дословно. Гурт, що-то там. Ну, я думаю, якщо ви на Ютубі будете шукати гурт гранти, то ви знайдете. То там все, типа, об этом написано и сказано, да. Ну, я просто, рассылка мне их приходит все время. Гурт, ну, не медиа, как-то сложнее названо. Ну, гурт, что-то там. Ну, ускоритель частиц зарабатывал на экспериментах для Канады. Так что даже с нашей науки есть смысл, если с толком подходить. Ну да, об этом было в Файне и Украине, кто помнит. Дионис все ближе к Аиду. Это правда, я к Аиду уже совсем. Я продвигаю ЛГБТ, где деньги получить? Писать в Госдеп, если это в твоей стране не незаконно. Кстати, Арестович в последнем эфире на Альфа Медиа упоминал The Gays. Ого, взяли работать его туда? Это возможно, сейчас у них проблемы, наверное, там. Хотя, какие у них проблемы, как я уже говорил, они с казны України фінансуються, так що їм похую на всякі гранти. Фу, блядь, яких масштабів спостерігається сморід калових мас в українському політсуспільстві щодо обміну безпеки на видобуток рідкоземельних металів? Я не знаю, ну, мабуть, Юлія Тимошенко сказала, що ми там, блядь, це саме, торгуємо недрами. Смердять, як у випадку законодавчої реформи вільного продажу приват землі. Да ні, тоді часи були зовсім інші, і політика була зовсім інша. Більш вільна. Тогда можно было позволить митинговать в парламенте, как-то там что-то выступать против этого. Сейчас времена совсем не те. Ну а главное, непонятно, что это конкретно значит. То есть, а как это будет реализовано законодательно, да? Опять-таки, статью Конституции невозможно. Правда, можно что-то сделать, что типа с ней не будет конфликтовать, опять-таки. Мы знаем, что истиной в последнем инстанции выступает там Конституционный суд Украины. То есть, сама Украина и определит, что конституционно, что нет. И, в общем, к чему, что не до конца понятно, как это юридически будет реализовано. Конечно, норма про то, что недра украинские, да, все, что есть в земле, принадлежит народу Украины, она есть и никуда не денется из Конституции. То есть непонятно пока что, чему нужно противостоять, да, на данном же этапе это все разговоры. То есть я даже не знаю, как устроено законодавство Украины в этой сфере, да. То есть выдача лицензий, а можно ли выдавать лицензии иностранным компаниям на разработку наших этих GRL, блядь, да, родовищ там и так далее. Я этого не знаю. Или нужно как с рынком земли через наши прокладки действовать, где я тоже об этом что-то такое читал. Не до конца просто понятно, с чем там надо бороться, да. Все это на уровне пока что разговоров таких популистичных, ну, скорее, со стороны Трампа, да, что типа, да, это не деньги в трубу, нам там, блядь, они отдадут все свое золото в обмен на бусы. Что тебе, снюс помогает? Надо аналоговые сосать. Надо аналоговые сосать. Надо сосать. Снюс мне не помогает. У меня от снюса живот, блядь, болит. Ну, то есть реально хуёво тошнит. И все тут. Моя новость этих 2 дней. Трамп запостил хтывку. Ну, то старая очень хтывка. Не проверял подлинность. Ну, неплохо. Правда, я так и не понял, что это за хуйня. Не понял контекста. Интересно, что только сейчас ее подняли. Вроде столько с ним воюют, и уже там каждый пук его исследовали. А такое пропустили. Подивився аналітику Іларіонова по останнім діям Трампа. Їбать він там навалив про нашого живчика Арахамію. Давид Браун крутой. Кстати, люди многие путают, а это очень опасно. Путают и говорят, что он диджей Браун. Он не диджей Браун, он диджей Давид. Друзья, такого не знать, это позор. Запомнилось 2 новости о готовности Зеленського говорить з ПУ, а я напоминаю, по словам Лачена, кожний, хто буде виступати за переговори з владою РФ, зрадники, росня. Не, ну ты понимаешь, тут можно сказать в защиту Лачена, понятно, что он дегенерат, АПшный подсос, с рукой в жопе АПшных политтехнологов, да, как вот кукла. Но
опять-таки, пан президент не выступает за переговоры. Он за все, что угодно выступает, но говорит, что если нужно переговоры, то мы готовы к переговорам, если деваться некуда. Но в целом не сказать, что он их там инициатор и за них выступает. Он говорит, что нам нужны гарантии, там то, все, пятое, десятое. То есть я бы не сказал, что он тот, кто, боже, блядь, давайте говорить уже скорее, давайте договариваться сколько можно. А с не открытием рынка земли это была зрада или нет? Так с открытием рынка земли. С открытием рынка земли. Не, это, ну, я считаю, это была не зрада. Да я и про недра так бы не был настроен. Но это просто позорные формы все приняло, позорные. Но мы об этом еще поговорим. Но в целом, нам что были, блядь, эти недра, что не? Какая нахуй разница? Мы все равно ничем здесь не владеем, потому что то, чем владеет некий народ, это значит, этим не владеет нахуй никто. Так что забейте. Опять-таки, лучше будет, не лучше, если этим будут заниматься иностранные компании, я не знаю. Ну, видите, рождаемость низкая. Вы видели, да, по 7 там детей надо рожать, чтобы, блядь, как-то в плюс выйти. Это еще непонятно, кто имеется в виду. Все, кто владеет украинским паспортом, или только те, кто остались в Украине? Наверное, если только те, кто остались в Украине, то там вообще надо по 20 детей рожать. То я к чему, что, ну, наверное, мы не увидим наших детей, потому что их не будет, да, наших детей, которые будут работать на шахтах-копанках какой-то там именитой компании, да, или на каких-то газовых вышках Шелла, или Петролиума, или там Эксона какого-то, ну, в общем. Що уже хорошо. Поскоріш би вже третя світова, а то загибали. Да ну ладно, вам жить можно. Интересно выживать. Интересно отдавать старое оружие, экономя на его уничтожении в кредит, спасая будущее поколение Америко. Ну, насколько они спасают реально их там от чего-то? От очередной высадки в Нормандии, не тратя ни одного солдата, еще ископаемые ресурсы прибрать. Ну да, интересно, но я бы так не это самое. Не приукрашивал нашу роль для них. Предположим, что Россия вывела войска с территории Украины. Сможет украинская власть успешно интегрировать Донецк, Луганск или Крым в состав страны? Ну а что не сможет? Приедут люди, быки и интегрируют. Что бы не интегрировать? Просто не знаю, конечно. С такой политикой, возможно, сильно это нам тяжело будет даваться. Тяжело. Могло бы легче, а будет очень тяжело. Шалом православным, шалом. Стример уже трогал тему Зелебобы и ядерки? Нет. В чем смысл выпрашивать ядерку публично? Да он там все подряд говорит, я бы не стал на этом акцентироваться. Он хочет получить превентивные удары и окончить мучение украинского народа. Ну там контекст был. Я просто смотрел на ускорении 2х, полное говно. Полное говно, но там контекст был, что его спрашивали про ядерное оружие, про отдачу ядерного оружия. Та охуенно ни о чем на интервью, не пойму, чего оно так поднялось жорстко. Бо ядерка в головах наших патріотичних співгромадян створює ілюзію безпеки. Нас надули, да? Ты знал, что животное, которое имеет больше всего гомосексуальных пар на долю популяции, это лев? Это прав. Это очень важная информация. Як лев рычить, да, это смешной мем, кстати. Левы в цирке выступает и с мужиками ебется, да. Ну так, царь зверей. Думал, польские фермеры, я думал, а ты пишешь фімбой. Ну, польські фермери. Та нащо нам розмножуватись? Може приходить час небесного Єрусалиму, треба звільнити земельну ділянку. Звільніть земельну ділянку. Для того, щоб звільнити земельну ділянку, надо їй владеть для начала. Ви владієте земельною ділянкою, хотите сказати? Хоч пай є у вас? То що ви тоді придумаєте? Зеленський запропонував Трампу золото полуботка в обмін на допомогу. Ну, як завжди, він розпоряджається чужими ресурсами. Всім відомо, що золото полуботка, воно лежить в Британії в банку під великий процент, аби українці в майбутньому через 100 років могли зняти ці кошти і з відсотками могли вже нормально розкрутитися. Оттопыриться. На все деньги. У меня есть у меня есть паи где-то в селе, и что с ними делать? Ну, надо их вывести из сельскохозяйственной земли в землю под застройку и порядок. Гривен за 300 в сельраду проехать. Ну, раньше так было, а сейчас хуй уже знает. Может, сейчас уже и все сложно. Может, уже 300 не отстреляешься. Ну, смотря де вони знаходяться, эта земля. Там раз, блядь, у тебя посреди поля дом стоит. Трактористу, чтобы веселее было пахать. Надо было золотой вагон мертвечука отдать. Надо было. Пая нет, но есть девочка Пай, играющая в наушниках. Девочка Пай, рядом Жиган и хулиган. Класс. Трамптаун. Трамптаун. Трамптаун на моем огороде с качками. Трамптаун.
А я ведь читал новости, где-то Трамп осенью какой-то наваливал Зеленскому, что в Одессе хорошая земля, и вы знаете, ну типа в западной прессе почему-то, и ты я часто с этими новостями за его прошлую каденцию натыкался в контексте обсуждения Гренландии, что типа у Трампа дефект мозга, как у застройщика. Ну, вы знаете, у нас тоже есть отдельная каста застройщиков, типа как Балашов, да, плюс-минус вот такие люди, у которых есть застройка мозга, типа. И вот она ему мешает адекватно вести себя как политик, руководствоваться вечными великими ценностями, как демократическая партия США и кандидаты от нее, и президенты. А он руководствуется вот этим в ведении политики. И он тебя приезжал в Гренландию на тот момент, и там наваливал гренландцам, что говорит, у вас тут так классно, вот тут можно построить отельчик, вот тут вообще золотая земля. И я опять читаю такую же новость, только уже про Украину, где он Зеленскому осенью рассказывал, что в Одессе вообще классная земля, вот тут условно можно построить отельчик. Ну, мы уже помним эти разговоры, что в Батуми, да, там превратить Одессу, что-то, блядь, ни хера не получается. Ну, в смысле, даже до війни не получалось. Просипаєшся в якийсь день, виявляєш космодром SpaceX на ділянці. Ти поняв? Все ближе як своєму сну. Може і вещий реально сон. Прекрасно, блядь. Наше керівництво добре знає, чим вирішувати такі проблеми. Міністерство розмножуваності та нова програма «Є вагітна, є бісь». Є бісь, це вже тот самий анекдот про набіс, про грузина в балеті. А потім потужні схватки почались, да. Раньше за бабки можно было 10 соток, положенных в удачном месте, порішати. А ви знаєте, друзі, що українська держава гарантує вам якийсь певний об'єм кубометрів пиломатеріалів кожній сім'ї? Подумайте над этим, я где-то такое читал. Вроде это не фейк. Так что потяните прикол, позвоните. Я даже не знаю, кто за это ответственный, там, ваша громада. Позвоните, спросите, де мій, блядь, там кубометры дров, алло. То вас там запомнят надолго. Что звонил какой-то больной, требует, блядь, кубометры дров. Аэропорт Борисполь готов возобновить рейсы в течение месяца после открытия воздушного пространства. Ну, блядь, и что тут такого? Думаю, и через неделю был бы готов, хули там делать. Сотрудников возвращай назад, и все готово. Друзі, потужно фінансово нас підтримуйте. Це найкраща мотивація, це найкращий антистрес, це найкраща психотерапія, звісно. Да, нічого нового не используют. Поезда 30-летней давности, кроме Hyundai, о, сука, це Янукович привіз, да, Hyundai. Парочки Сименсов, ничего не было произведено с 90-х. Ну, обновляют как-то потихоньку вагоны. Тоже нужно сказать, что в таких тяжелых условиях военных, не хочу все списывать на войну, но что-то там обновляют, что-то делают. Просто долго, блядь, очень долго, да. К тому же для Украины залезница особенную роль играет, потому что страна большая, люди бедні. Но надо говорить, что какой-то прогресс есть. Но сколько им времени надо было для построения той электрички пригородной, єбать. Пам'ятаю, були якісь ібіші скандали за ті йобані Hyundai, вже не помню чого, але усі їх засирали. Ну, бо у нас всегда все засирают. Они что зимой встали, снегопады какие-то были, блядь. То всем запомнилось, как их тягали простой вот этой дрезиной там какой-то. Простым тягачом дизельным. Ну, тем не менее, прижились, работают и комфортные вроде, и скоростные, и все такое. А помните, гиперлупу обещали? Ну, тоже люди такое требуют, блядь, там. Ну, с гиперлупа это был же вообще, блядь, приколище. Єбать, нардеп Залізняк повідомляє, друзі. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан має незадекларований замок за 45 мільйонів євро. Наверняка он там лютые Георгии проводит в этом замке, думаю. Просто такі вообще невообразимые. Не може бути нормальна залізниця, коли все в державній монополії, тим більше в Україні. Тоже правда. Только непонятно, как из этого выйти. Как обеспечить такую прихватизацию, чтобы, блядь, потом вообще железная дорога не исчезла. И бабки не поумирали в всяких дырах. Для меня главное качество железной дороги, типа, не знаю, насколько оно переменилось, сральник, в котором видно шпалы. Типа, вот как только наступит в Украине момент, когда ты едешь, идешь в сральник, нажал педаль, там не видно шпал, все, это значит уже прогресс лютый, это значит уже мы ногой в следующем веке, в будущем. Покудова нет этого, то... Я думав, да, будеш продавати оці от метали ваші на розкладках в Техасі у Каліфорнії. Я метали, блядь, в очі не бачив. Я картошку міг би продавати, вот это міг би, і то не всегда. Люблю свою страну, люблю свою собаку. А що від нас хоче той американський рижий, га? Може мішка картоплі йому подарувати, хай від'їбеться. Да ні, йому надо що-то продавати там, блядь. Своим этим редникам там, да? Чтобы они шибко не дурели. Надо придумать какие-то перемоги, короче, что все не зря.
Бо они не понимают там, блядь, многого в жизни. Зайшов в Телеграм, там настільки пахне договорняком, що в мене аж з млинка тече. Давай лучше про дилдаки и вибраторы, которые жінка Дмитрия Кулеби собирается продавать. Ты окуляры для интеллигентности носишь? Не, в мене зор похуевел за последних лет 5. А хочется наблюдать красоту мира. В этом основная ценность в реальной жизни. В семье... У тебя в семье тоже проблемное зрение или только у меня? Только у меня. Видать, я компустерами угасил его как-то. Или еще чем-то. Может черепно-мозговыми, не знаю. Сенсі ділдаки продавати, а про лопати там нічого не було? А, лопати, да. Кулеба сказал когда-то, что лопатами будем воевать. Точно, точно, как я мог забыть. С мясями угасил зир, да. Спайсы, миксы. Осуждаем, естественно. Смеси. Починить зрение стоит дешевле, чем... Ой, блядь, давайте без этой хуйни. Наяривал дохуя, блядь, вот только хотел сказать. Это от дрочки, естественно. Никто столько в роду не дрочил, не осмеливался, как я. Ну так время сейчас такое, один разврат, кругом магазины с дилдами, все так и манит. В совке не знали про дрочку. Не, я думаю, что в совке дрочили, блядь. А как же вот потом вышла песня «Любэ, давай наяривай». Не знали, а потом давай наяривай. Знали про дрочку, думаю, еще как. Да про все там знали. А как ветераны целовались? Времен Брежнева, вот так. Вообще крепко. Давай, давай, а ну давай, да-да, меня шмонай ты. И за десант, да, и этот, и Севастополь, и Кронштадт, да. Есть такая песня, правда. Еще ты неси меня рука, да, есть песня тоже. Да. А вот это батяня комбат. Тоже ж все, блядь, не просто так. Уинстон Черчилль однажды сказал, да, в «Ашатней политурке» я видел эту книгу, сказал, если вы не верите в договорняк, у вас нет сердца, если вы верите в договорняк, то у вас нет ума. Лучше бы он что-то про дрочку сказал, такое змістовне, як то кажуть. А выйду ночью в поле с конем. Ай. Аж голова начала кружиться от возбуждения. Реально. Ой, блядь, ну вы исполняете. У меня прическа, как у премьера грузинского. Какой-то там Каха Трахашвили, условно. Лидер сакартвельского племени. Вся кровь до Луиди шла, да. Пора подпортить зрение. Да, сейчас только Залужного выну з-под стола. Книгу, в смысле. Славко сказав, що війну ми програли, но виграли мір, да? Завоювали себе, точніше, прокрали себе. Та ладно, блядь, що там прокрали, теж так. Але за Зеленського топить, каже, що він наша остання надія. Ну і що би, це ж цар наш. У протистоянні з Путіним та Трампом зрада дісталася у самі темні закутки українського інтернету. Ну, вроді, ти знаєш, в этом плані, от ти сказав, ровно так я і думав. В смысле, Славко вірен сам собі оказався. Бля, друзі, ви вдумаєте, що сказав народний депутат, голова комітету захисту свободи слова Ярослав Юрчишин, який їл козюля. Каже, ну, у залі парламенту. И, блядь, вот это что же вот этот комитет, который там отвечает за моральный облик парламента, который хотел отстранить от заседаний Петра Порошенка, тоже за неповагу, но это ж пиздец. Мог бы и отстранить Юрчишина. Юрчишин, значит, говорит, що де росіяни вербують людей для підривів ТЦК? У Твіттері. Де росіяни шукають людей для підпалу автівок військових? У Твіттері. Де росіяни сіють паніку та шукають точки розколу українців? У Твіттері. Щоразу, коли росіянам вдається дезінформаційна атака або створення якоїсь фізичної шкоди, посередником цього дійства є месенджер Маска. Ну, є соціальна мережа Маска. Є багато причин вийти з цієї соціальної мережі, але головна, вона контролюється ФСБ. Проте багато українців досі шукають аргументи залишитися в Твіттері. Ви будете праві, можна було ще на Reddit, кстати, замінити. Ви будете праві, якщо скажете, що для дезінформаційних для інформаційних загроз можна використати будь-яку соцмережу, але одна з них на 100% має російське коріння і нульовий рівень модерації російської пропаганди. Тож, може, не будемо полегшувати завдання ворога зі знищення країни? На що він намікає? Я проти насилля в сторону народних депутатів, так що не підтримую його думку. Да ладно, пацаны, я шутку про анал, вы серьезно не относитесь, он про Телеграм писал. Ну, щоб ви не сказали, що я вас дезінформую, блядь. Він захищає свободу слова. Зеленський, от це мені моя любима строчка. Я завжди казав, дайте гроші на підтримку біженців в український бюджет, а ми з українського бюджету дамо їх біженцям, які перебувають за кордоном. І там далі, я обрізан текст, там далі він продовжує, що це допоможе нам зберегти зв'язок
с украинцами. Ну, то есть сохранить зависимость украинцев финансовую от Украины. Какой же все-таки коварный уебан, да? Пить кровь, только пить кровь. Ну, понятно, что это такой просто стон, не имеющий шансов на какую-то реализацию правовую на Западе, но обидно все равно, неприятно. Зачем это говорить еще и с учетом, что это бесперспективная абсолютно вещь? Просто лишний раз очертить свои мысли по поводу владения украинцам и не больше, не меньше. Всегда плохо к этому относился. К тому же, когда он одной рукой мечтает, тут это яйца щекочет, типа, на тему вот этой бесперспективной вещи, никто не даст ему такой возможности никогда. И другой рукой сам же пытается этих украинцев от Украины отрезать. То есть ограничить им консульские услуги, еще какую-то хуйню. Ну, где логика, ебаный свет? У тебя уже были инструменты, да, не такая зависимость украинцев от этих инструментов. Но ты их все равно как использовал? Пиздец, в общем. Когда отрастишь чеченскую челочку, что все хуели. Если бы я волосы не укладывал, она бы именно такой и была, как на аватарках ВКонтакте. А можна нам наші 300 мільярдів? Можна, якщо осторожно. А я подумав, він правда таке написав про мережу Х. Подумав, що він зовсім їбанувся і пішов проти колег із самої їбанської частини Укрнету. Ну, саму їбанська, кажуть, це Reddit. Український сегмент мережі Х. Діоніс, син Кавказа. Сын гор. В говне тоже есть металл, вроде говорят умные люди. Но если есть свинец, то, наверное, будет металл. Даешь стране угля, даешь стране металлу. Все лучшее детям американским. Кит Келлер должен представить на Мюнхенской конференции, которая пройдет 14 февраля, план Трампа по завершению войны в Украине. Хорошо. Походу на Россию будут подавать международный суд по поводу сбитого гражданского самолета. Слушай, Джахара, какие там вообще сдвиги по вашему азербайджанскому самолету? Потому что там какие-то выходят же обновления, какие-то там находят осколки и так далее. Пришли к какому-то выводу или нет? Это лично год Ниссанов будет платить или нет? Я больше помню. Мешками бутылки и макулатуры в конце 90-х, начале 2000-х. Не, ну конечно. Когда сначала все бутылки стоили по 10 копеек, потом разные бутылки стали. Ну сейчас модно сдавать бутылки. Между Америкой и США находится Украина. Ну да, знаешь, такая зона между этим и тем називається Україна. Трамп як хороший лікар для українців, говорить це прямо і відразу. Ну это хамське, ти знаєш. Ну, он это говорит просто потому, что нас не боится и знает, что мы нихуя сделать не можем. Надо сказать, что все редкоземельные металлы уже переплавлены на купола старых церквей в Киеве, а их же постоянно разрушают, их и 20-этажные здания. Не знаю, как можно это всерьез воспринять. Многих этих металлов по ту сторону фронта, и пока их начнут добывать, пройдет лет 10. Мне кажется, эти металлы просто оправдание Трампа для избирателей своих однопартийцев, которые настроены против Украины. Я, в принципе, это и сказал, ну, то есть оправдать дальнейшую поддержку Украины. Ну, правильная вроде стратегия, правда? Киев ей подыгрывает. Ну, просто он довольно это хамовато делает. Ну, такой он парень, ничего тут не сделаешь. Их зрадоебы и военкоры всегда были против договорняка и даже говорили о нем с тревогой. По крайней мере читал, ну да, тут даже появился термин договорняк. По крайней мере читал такое на каналах полгода назад. Какая там сейчас обстановка, не знаю. Анджей Дудаев, мистер Дудец. Щоб не було кримінала, не можна закінчувати війну, все просто, но он этого не говорил. Интересно, почему они военкоматы не бомбят ракетами? Осуждаем такие мысли. Ну, наверное, невыгодно. Така собі назва рубрики, бо нюхачі сидять в офісі президента, а не на якійсь трансляції. Мобилизуют пару типов, посадят где-то в подвале, будут отвечать на вопросы. Да. А слушайте, это же не первое внедрение искусственного интеллекту в компании. Это не первое внедрение искусственного интеллекта в украинской державной сфере. У них же есть сгенерированный искусственным интеллектом спикер, по-моему, у закордонных справ. Как бы сгенерирована искусственным интеллектом речниця Министерства закордонных справ. И вот, я помню, что был скандал, бо там, ну, был скандал, я не буду озвучивать почему. Это не шутка, эту хуйню на подкасте у Фридмана сказали. Реально, глава компании DeepSeek Люх Ваффенген, ну, короче, понятно, рассказал, что их продвинутый ИИ построен на основе советского программного кода. В интервью Фридман заявил, что в основе не... Ну, может и не шутка. Хуй его знает. Что-то меня вымотали 15-рубльові боти, які постійно проводять атаку на мій стрім, бо він дуже патріотичний. АИ на службе государства ЗП получает. Ну, думаю, получает. Відео. Два відео. Одне Славка, а друге політична агітація 2000-х років будемо дивитися на слідучій трансляції. Да. Ось такий план. Політична агітація – це добре, 2000-ні роки – це ще краще. Там оце «Голосуй». Тільки не за Януковича, там Янукович, помните? Ну, все видели ту рекламу Юли. Хорошая реклама. Йобен-бобен, берем паспорти. Вони ту-ту-ту-ту побежали. Kingdom Come 2. Будешь на стримах проходить? Да у меня его нет, пацаны. У меня есть из зеленого магазина. Секиро.
У меня есть Wukong King Kong. У меня есть My Summer Car. У меня еще что-то, блин, было. Сталкер есть, но не новый, естественно. А тот старый, который рекомендовал Ермак. Никто ничего не задонатил. Спасибо большое, друзья. Поступило на счет 0. Давайте поднажмем. Донаты на качок. Та да, ось качур скоро здохне. Ну що ж ти будеш робити? Таке життя. Кстати, сейчас вот завершу стрим, пойду проверю, как он там поживает. Да, донатьте на Нумограй Етер. Нумограйка. Так, дорогі мої товариші, я був дуже радий вас сьогодні бачити. Дійсно, це завжди такий у чомусь психотерапевтичний сеанс. Дякую за те, що підтримували дискусію. Дякую тим, хто донатив. Був дуже радий вас сьогодні бачити. Спасибо большое, что сегодня пришли. До встречи послезавтра. Это будет пятница-развратница. Вот. Ждите запись где-то там к 00:00, часу ночи на YouTube. Да, вряд ли кто-то даже обратил внимание, не вышло по причине случайного удаления, не вышел подкаст на Spotify, а там его слушает, может, 2 человека, иногда 1. В общем, еще раз большое спасибо, друзі, тримайтеся, чекайте миру справедливого. Люблю вас, друзі, цілую вас в плечі і до встречи. Все, прощайте, берегите себя.